Ну и теперь из бесед с Каиром. Мы спросили у него: Каир, как ты познал слияние с Творцом? Он отвечал: я умер от чумы. Все закончилось, и остался только он. Остался только он, единый и бесконечный, и не стало больше ничего, кроме него. Все, что я делал прежде, стремясь к слиянию, и все медитации, прочие труды, и боль тела, все закончилось. И остался только он. И теперь, когда он смотрит на землю, на ней появляется Каир. А ты мог бы рассказать еще хоть чуть-чуть? Расскажу. Когда-то я воплощался в Средней Азии, рос в традициях суфизма. Тогда и прикоснулся впервые к изначальному сознанию. Имя Каир оттуда, из того воплощения. Помнишь, я рассказывал о том, что медитировал при восходящем солнце в пустыне. Знаешь ли ты, кто такой дервиш? Настоящий дервиш – это вовсе не нищий суфийский монах, который просит милостыню. Нет, дервиш – это путник. Это идущий и ищущий. Это тот, кто идет по великому пути к постижению Творца. Мой шейх не был божественен, он был подобен тому, кто спокойно отдыхает после пройденной части пути. Он не стремился к Богу всеми силами души, но пребывал в спокойном, светлом состоянии и в гармонии. Я благодарен ему. Именно он научил меня правильной медитации, правильным приемам работы сознания. Одно из первых сильных впечатлений я получил от суфийского окружения. Этот прием впервые позволил мне ощутить, что я есть сознание, живой, осознающий себя свет, а вовсе не тело. Каир начал медленно кружиться, и светлые одежды его развиваются и превращаются в том движении, в мягкие волны, подобные тем, что на поверхности моря. Он продолжает кружиться, и эти одежды становятся подобны прозрачной пелене до горизонта, под которой мягко колышется море света. Затем кружение прекратилось, а свет остался. Каир продолжает свой рассказ. Еще была пустыня. Это простор, где только пески до горизонта и бескрайнее небо над нами. Там не было никого, кроме бесконечного всемогущего Бога и маленькой песчинки в этой пустыне по имени Каир. Мы всегда были там вдвоем.
один на один. И больше никого, в какую сторону не обращая взор. Там Бог учил меня встречать рассвет. Вы никогда не видели рассвет в пустыне? Это иное, чем здесь. Темное, пронизанное светом звезд небо лежит на поверхности планеты. Мое тело сидит на песчаном дне звездного океана. Вечность и бесконечность Вселенной обнимают со всех сторон. Но вот постепенно начинается рассвет. Небо светлеет, меняет цвет. И из-за горизонта медленно начинает подниматься огромный солнечный диск. Восход солнца. Океан звездного неба превращается в океан света над землей. Я тогда встречал именно так рассвет каждого дня своей жизни. Но однажды я вдруг провалился в еще более тонкий свет, который был глубже. А мягкие гребки огромных теперь моих рук позволяли погружаться все глубже и глубже. И вот открытие. Ведь этот свет не исчезал с заходом солнца. С тех пор, когда я, сидя в пустыне, ждал восход солнца, я мог уже пребывать в том свете. А когда свет взошедшего светила заполнял собою весь простор, удивительное счастье от ощущения присутствия Бога во всем переполняло меня. Мое тело могло идти навстречу солнцу по песчаному дну моря света. А ниже и глубже был я, живущий в свете Бога. И ласково поддерживающий на руках море света над поверхностью земли. Я учился оставаться всегда в глубине. Там, как бы в сердце земли, был проход в Творца всего сущего, в сердце Абсолюта. Так тогда я впервые знакомился с сознанием Творца, но я еще не стал с ним одно. Но еще до начала моего ученичества у шейха одна девушка затронула мое сердце. Сейчас вижу, как глупо было мое ложное понимание аскетизма. Ведь я мог бы взять ее в путь с собой. Но тогда ведь я начал уединяться в пустыне как раз для того, чтобы забыть ее. И то желание земной любви, которая не была прожита, привело меня к новому воплощению. Это было здесь, в ваших местах. Здесь я встретил большую земную любовь. Был женат, у нас был сын. Но часто мне снился восход солнца в пустыне.
я стал снова искать путь и вновь стал путником, идущим по нему. Рос я здесь, на этих местах силы, которые известны и вам. Мне помогали вспомнить то, что я знал прежде. И я все глубже познавал слияние с Ним. Учился быть с Ним одно, совсем одно. Учился любить все жизни, учился любить людей. А потом уехал в Среднюю Азию. Ну а что можно делать там, это я уже рассказывал. «Скажи, Каир, — спросили мы, — почему столь часто махадубли божественных учителей стоят прямо посреди людных улиц, площадей, в парках, на озерах, именно там, где бывает большое количество людей, которые, однако, вовсе не стремятся к Богу?» Каир ответил: ответ прост. Мы ловцы человеков, как однажды выразился Иисус. И действуем мы как радары, улавливатели светлых человеческих эмоций, даже самых мимолетных. И стремимся эти тенденции в каждом поддерживать. Мы также и реализаторы судеб. Каждый воплощенный человек изначально сотворен как автономная система. Снаружи входа обычно нет. Двери открываются только изнутри. Что открывает эти двери? Эмоции. Светлые эмоции, особенно те, которые сопровождают альтруистичные действия, делают душу открытой для света. Именно эта открытость дает возможность божественному свету беспрепятственно вливаться внутрь каждой души. Кто-то из нас спросил: а для чего нужны такие сложности? Ведь Бог всемогущ. Неужели Он не может войти иначе? Конечно, Бог всемогущ, ответил Каир, и каждая душа у Него на ладони. Но та свобода воли, которую Он сам дал людям, не позволяет Ему, как правило, будучи незваным, активно внедряться в ту автономную систему под названием человек. Задача Святого Духа, или точнее Святых Духов, как раз и состоит в том, чтобы моментально улавливать любые появляющиеся возможности для активного контакта с душами людей ради коррекции их продвижения, не упуская ни единого шанса. А еще я хочу рассказать немного о намерении. Намерение постичь Творца, влиться в Него и помочь в этом другим людям должно быть абсолютной доминантой в жизни духовного воина. И оно не может содержать в себе ничего земного. Только тогда оно будет способно творить чудеса, свободно преодолевая любые нагромождения земного мира и достигать намеченной цели. Только такое намерение обладает истинной силой творить. Истинное намерение развитого сознания духовного воина лежит
вне сферы представлений людей о законах физического мира, о возможном и невозможном. Поэтому оно одинаково легко осуществляет как возможное, так и невозможное. Надо полностью подчинить ум, тело и сознание намерению стать со мной одно. Надо устремиться именно к полному слиянию, в котором не осталось бы ничего из того, что отдельное «я» когда-то считала своим. Тогда я и дарю себя такому подвижнику во всей полноте. Во всем мироздании только любовь может принести истинную, бесконечную, божественную свободу. Я вас люблю, и поэтому хочу подарить вам эту свободу. Я готов подарить себя самого каждому, кто того искренне захочет. Такова моя суть. Я не хочу ничего иного, кроме как дарить себя через любовь. Дарить себя вам и каждому достойному. Обопритесь на меня. Таково наилучшее решение всех земных трудностей социального порядка. Первое, что человек должен вспомнить в таких ситуациях, это мой вселенский покой. Быть в покое – это значит не вовлекаться безоглядно всем сознанием в какую-либо земную ситуацию, где кипят страсти. Из состояния моего вселенского покоя взгляни на свои проблемы и увидь, сколь малы и незначительны они. Никогда не вовлекайся в битву низшим «я», не разрывай свое отождествление со мной. Ведь что бы ни случилось в ходе сражения, я ничего не теряю. Лишь низшее «я» может терпеть поражение, а высшее «я» никогда. Итак, вот можно начать, когда мы уже научились ощущать себя сознанием в пределах физического тела, когда мы научились перемещаться по чакрам, вот можно применить очень эффективный прием. Это залезть полностью сознанием антропоморфно, с ощущением головы, рук, ног в чакру анахату. И оттуда руками начать распирать стенки. Можно по отдельности сначала вперед, потом назад, раздвигаем стенки чакры. Направо, налево, вверх, вниз. Потом сразу все вместе. Вот так чакра становится больше. Также нужно и со всеми остальными чакрами поработать. Все чакры должны быть
исправны, расширены, очищены, тогда они начинают работать по-настоящему, служить нам. Но главная чакра – это чакра анахата. Очень важно еще научиться смотреть в разные стороны из чакры анахаты. В частности, назад. Когда мы из чакр смотрим вперед, то мы все равно смотрим в привычный нам мир материи. Но если мы смотрим назад из чакр, вот там перед нами раскрываются нематериальные эоны Абсолюта. Ну а потом мы чакру анахату должны растить. Главный акцент мы должны делать на нее. Растить чакру анахату проще всего начать, используя формы, которые нам предоставляют большие растения, деревья. Может быть, удастся найти растения силы, то есть несравненно более мощные и утонченные вместе с тем растения. Это могут быть разные породы. И тополь, и сосна, и ель, и другие, наверное, тоже. Потом мы начинаем заполнять собой, как духовным сердцем, еще больше объемы пространства в формах, которые нам предоставляют наши божественные учителя. Вот если мы развили себя как духовные сердца до таких вот размеров в сотни метров хотя бы, то мы уже получаем возможность общаться со святыми духами, нашими божественными учителями, представителями Творца. И вот очень многие люди ищут мантры, которые помогли бы в развитии. Да, действительно, есть такие мантры. Много мантр нафантазировали люди, но есть на самом деле работающие мантры, которые помогают развивать чакры, которые помогают ощущать Бога. И вот одна из мантр, которая создана именно в суфизме, это воспевание величия Аллаха. Аллах Акбар, или по-арабски Аллаху, у на конце добавляется, безударное. Аллаху Акбар. Эта мантра позволяет, если мы правильно понимаем эту мантру, если мы правильно понимаем замысел Бога в отношении нас, то вот эта мантра позволяет настраивать себя на ощущение бесконечности, величия, вселенского величия Аллаха, Творца, Бога Отца. Аллаху Акбар, 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 Аллаху Акбар. Ну, так можно вслух или про себя петь, можно хором, можно пританцовывать под эту мантру. Но ни в коем случае не механическое ее произношение в надежде, что Аллах услышит и возьмет в рай. Нет, не от звуков нами издаваемых мы попадаем туда или сюда, а от состояния себя как сознания при этом. Ну вот с того, что я сказал, сейчас уже достаточно для того, чтобы сделать очень много. И по развитию себя, и по помощи на этом пути другим.
Успехов! Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.